привет, мои дорогие! С вами Оксана, и сегодня поговорим о коже рук. Расскажу о том, как правильно ухаживать за руками, о том, как быстро и в домашних условиях, доступными средствами восстановить кожу рук. Кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал. Присоединяйтесь, мои дорогие друзья. Информации будет много, она будет интересная, конечно, будет она полезной, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, мои дорогие друзья, я вам расскажу о той проблеме, которая меня постигла, и с которой я действительно не знала, как справиться. Возможно, это тоже убережет многих из вас от той проблемы, от той неприятной ситуации, с которой я столкнулась. Многие девчонки, конечно же, делают маникюр с помощью гелевых лаков, сушат в лампах, в сушках. И, в общем-то, с чем столкнулась я была в шоке от того, что со мной произошло, вернее, что с моими ногтями произошло. Я, когда, например, на себе вот это вот ощутила какой-то зуд по ногтевому ложу, да, как-то был какое-то почесывание, да, мне как бы чесалось вот это вот ногтевое ложе, да, сама ногтевая пластинка, но так как сам ноготь находился под покрытием лака, я не могла видеть, что же там происходит. После того, как я сняла гелевый лак, я обнаружила ужасную картину. Вот побелевший край ногтя, я даже не знаю, как это назвать, у меня было такое ощущение, что это грибок, и по всем вот признакам, и все мои вот эти вот познания о ногтях, как-то больше, чем, скажем, познание того, что это грибок, может быть, что это какая-то инфекция, у меня не возникало. Я была абсолютно уверена, что это грибок. И не обратила, вернее, совсем не обратила внимания на тот момент, что когда я сушу гель-лак под лампой, идет вот какое-то легкое жжение. Я почему-то считала, что это нормальное, обычное, естественное состояние сушки, и не придавала этому значения практически все время использования вот гелевых лаков. И, конечно же, я обратилась к дерматологу, к врачу, в надежде, что мне выпишут какое-то средство именно от грибка ногтей, но врач мне сказал, что это совсем не грибок, это отслоение ногтевой пластины от кожи ногтя. То есть под воздействием лампы в момент сушки происходит именно отслоение вот самой ногтевой пластины. И я очень вовремя обратилась, потому что последствия могли бы быть гораздо хуже, да, чем я получила. По сути, это был ожог ногтевой пластины, в результате которой она начала отслаиваться от кожи ногтя. Если бы, скажем, я продолжала и дальше наносить гелевый лак и сушить под лампой, то я могла бы лишиться ногтевой пластинки полностью. В общем, на сегодняшний момент сами ногти и вот поврежденные участки ногтей практически отросли, исчез зуд, никаких неприятных ощущений у меня нет, но я, естественно, отказалась от использования покрытия гелевыми лаками, и соответственно, сушу я естественным способом, наношу обычный лак и, в общем-то, сушу. Восстанавливаю ногти, конечно же, с трудом, огромное внимание уделяю питанию и, конечно же, тому моменту, чтобы вот эта ногтевая пластинка как можно меньше была подвержена каким-то механическим воздействиям. Поэтому пользуюсь я пилочкой стеклянной, не использую металлические предметы, наношу лак обычный, удаляю лак жидкостью для лака. И, в общем-то, мои дорогие друзья, я вернулась именно к маникюру естественным способом, самым простым. Да, возможно, вот мой пример, да, печальный опыт кого-то тоже научит и предостережет от того момента, если в момент сушки вы ощущаете именно вот жжение, как будто печености, как будто вот сильное нагревание. Не пропускайте это мимо, не оставляйте этот момент без внимания, потому что может случиться вот такое нечто непоправимое. И, девчонки, вот так вот выглядят мои ногти на сегодняшний день. Это еще, вернее, это уже хороший результат, когда я
была только в начале восстановления своих ногтей, выглядело все гораздо хуже. Практически, видите, вот эта часть отслоилась от самой кожи. И сам ноготь был поврежден, ну, вот практически наполовину. Вот уже прошло сколько, наверное, месяца 3, и ногтевая пластина все-таки отросла и маломальски восстановилась. Ну, скажите, похоже, да, на грибок? Но на самом деле это не грибок. Это именно вот тот негативный результат, который получила я от лампы. И делаем масло. Я, например, делаю вот эту порцию, которой мне хватает на неделю, даже побольше. Я растворяю оливковое масло холодного отжима, хорошего качества. Пропорция 1 к 1. Так вот, ложку оливкового масла. Затем добавляю масло для тела индийское на основе натуральных компонентов индийской растительности. Вот я, кстати, обзор вот на это масло делала. Отличное масло для тела и волос. Использую после душа. Кому интересно, ссылку оставлю. Можете зайти посмотреть. И подробный состав я озвучивала в прошлом своем видео. В общем, масло отличное. Работает хорошо, липкости, блеска не оставляет и очень хорошо впитывается. Также добавляем ложку этого масла. Они по консистенции даже разные. Вот это масло для тела и волос, оно слегка такую жидкую консистенцию. И, как я уже сказала, вернее, консистенцию имеет. И, как я уже сказала, не вызывает эффект слипшихся волос. В общем, отличное масло. И по усмотрению, по желанию можно добавить эфирное масло для усиления эффекта. Кстати, вот для ногтей отлично подойдет масло цитрусовых. Так, не знаю, здесь у меня есть или нет. Да, вот есть у меня масло лимона. Отлично подходит для ухода и восстановления ногтевой пластины, за уходом за руками. Вот эфирное масло лимона, апельсина отлично подойдет. Кстати, эфирное масло цитрусовых хорошо отбеливает кожу. То есть, если у вас есть какие-то возрастные пигментные пятна, это масло тоже с этой проблемой отлично справится. И вот буквально 3 капли достаточно на вот этот вот состав. Так, все, 3 капли капнули, и практически вот этого количества достаточно для того, чтобы каждое утро и каждый вечер наносить на кожу рук и втирать в ногти. За просмотром телевизора, просто в течение дня, даже если вдруг возникла какая-то сухость. Видите, у меня даже поверхность ногтевой пластины, она неровная. Ну, в общем, испортила ногти гелевой этой маникюрной темой. Поэтому вот так вот. И этого маслица достаточно. Я вот так беру и втираю. Да, вот это, кстати, масло в теплом виде очень хорошо размягчает именно саму кутикулу, если у кого есть. И перед тем, как делать маникюр, это вот маслица отлично работает в плане размягчения кутикулы. Эфирное масло лимона дает очень приятный вкус и очень хороший эффект от использования цитрусовых масел эфирных. Именно в уходе за ногтями мне очень нравится. Потому что не всегда под рукой есть свежий лимон, а именно эфирное масло. Вот так вот. И оставляю. Можно одеть перчаточки, можно
просто в течение нескольких минут вот так спокойно посидеть, и потом промокнув салфеткой, заниматься какими-то своими делами. И вот это вот масло у меня постоянно находится на туалетном столике. Вот очередную порцию приготовила. Этой порции, как я уже сказала, хватит мне практически на недельку. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Пожалуйста, ставьте пальчики вверх, кому понравилось. Подписывайтесь. Кто не нажимал на колокольчик, нажимайте, чтобы видео не пропустить на моем канале новые. Да, кто не был на моих новых 2 каналах, тоже ссылки все оставлю, можете зайти посмотреть. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.